Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Вероника, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы будем делать вот такой замечательный, пышный, школьный, нарядный бантик, который можно носить как на праздник, так и повседневно. Бантик этот невероятно красивый, блестящий и пышненький. Давайте приступим к его изготовлению. Нам понадобятся вот такие ленты. Белая репсовая лента шириной у меня 38 миллиметров и длиной 62 сантиметра. Таких отрезков нам понадобится 2 штуки. Также нам понадобится лента парча серебристого цвета, тоже 38 миллиметров шириной, длиной 26 сантиметров, тоже 2 отрезка. И понадобится нам вот такая парчевая лента шириной 9 миллиметров, 1 сантиметр можно, у кого что есть, на 13 сантиметров. Таких нам отрезочков необходимо 8 штук. Берем 4 отрезочка парчевой ленты, складываем их друг с другом. Вместо ленты парчи можно использовать любую другую, то есть главное ленты вот эти вот узкие и которые у нас по 26 сантиметров, чтобы они подходили друг к другу по цветовой гамме. Складываем 4 отрезка по 13 сантиметров и складываем, если у вас лента не парча, какая-то другая, репсовая или атласная, то мы складываем лицевой стороной вовнутрь. Складываем отрезки ровно пополам, совмещая все края, чтобы они у нас не плясали. Зажимаем пинцетом под уголком, обрезаем. Обрезали. И зажигалкой обрабатываем край, тем самым соединяя все наши теперь 8 отрезочков в один. Вот такой вот уголочек, краешек у нас получается. Разделяем, чтобы на каждую сторону у нас было по 4 отрезочка. И начинаем заворачивать. Самую первую сторону мы выкручиваем вот таким образом, то есть спиралькой назад, вот так вот, придерживая левую сторону. Вот у нас должна получиться вот такая спиралька. Последующие ленточки мы просто прикладываем, вот как они у нас есть, край к краю этой ленты. Первую берем просто и вот так вот здесь прикладываем край к краю. И последний 4-й отрезочек приложили вот так вот ровненько все 4 отрезочка. Здесь у нас выглядит вот так вот. Совместили вот таким образом, что у нас совпадают и эти края, и эти. И нам необходимо соединить их все вместе. Вот у нас получилась одна сторона вот такого пышного, интересного лепестка. Вторую сторону мы закладываем симметрично. То есть этот выворачиваем первый отрезочек, первую ленточку мы вот так, а последующие просто прикладываем к ней, совмещая край к краю. Совместили. Вот посмотрите, какой пышный лепесточек у нас получился, замечательный. Оставляем пока так, вот здесь вот не соединяем. Такие заготовочки у нас должны получиться 2 штуки.
Дальше подготовим ленту, которую мы взяли в цвет с вот с этими узкими ленточками. У вас это может быть не серебристая парча. Обрабатываем обязательно краешек, складываем пополам, намечаем середину. Совмещаем ленту к ленте и вот эту середину, вот у нас мы сложили две ленты, и вот эту середину мы должны приложить к середине, к намеченной нашей ленты. Таким образом у нас получатся ровные бантики. Теперь прошьем. У меня получилось 6 проколов. Теперь точно так же сложим и прошьем вторую заготовку. Набираем на одну нитку их и аккуратно стягиваем. На изнаночной стороне фиксируем нитку, завязывая узелок. Можно 2, так будет крепче. Расправим наш бантик. Это будет нижняя часть нашего банта, которая придает ему пышность. Осталось сделать нам самую центральную, самую главную часть нашего бантика. Нам нужно сейчас подготовить себе отметочки. Следующий отрезок у нас будет длиной 8 сантиметров. То есть от линии, то, что мы загнули только что, мы откладываем 8 сантиметров. Дальше опять 8. Следующий отрезок от этой линии у нас будет 10 сантиметров. Второй раз 10. И теперь 2 раза по 12. И здесь у нас должно остаться где-то полсантиметра. Когда мы сделали вот такую себе разметочку, можно складывать начать и так. Но лучше всего делать линии более видимые, так будет удобнее в дальнейшем складывать, поэтому возьмем зажигалку и отметим разметочку более видимо. Очень хорошая видная линия получается. Теперь следующую линию мы берем вот эту. Здесь у нас должно получиться 16 сантиметров. Следующая отметочка у нас будет 20 сантиметров. Следующая отметочка 12 сантиметров и 12. И вот здесь вот мы опять-таки делаем более видимую отметку, нагревая край ленты и зажимая. Вот мы сделали разметку всей ленты. И начинаем складывать мы с края, который у нас идет отметка по 8 сантиметров. Накладываем, совмещаем вот эту отметочку и вот эту. Совместили. Зафиксировали. Дальше необходима следующая отметочка. Она у нас опять-таки 8 сантиметров. Мы совмещаем вот эту линию и вот эту.
ленту заворачиваем вот так вот, то есть вокруг. Следующая наша отметочка — это наши вот эти две иголочки. Совмещаем их, фиксируем. Следующая вот эта отметочка. Следующая отметочка у нас опять-таки это иголочка. Совмещаем иголочка к иголочке. И последнюю отметочку. Вот такая вот заготовочка для бантика у нас получилась. То, что у нас последний край остался, поворачиваем его вниз от себя, берем от середины, этот край разделяем вот так вот разными иголочками, закалываем. Вот так. Этот край у нас мы разделили. Этот край у нас заколотый одной иголочкой. То, что мы разделили, вот это вот поворачиваем вниз и начинаем прошивать вот отсюда. Делаем 4 прокола, набрали на иголку и оставили. Теперь нам необходимо сложить вторую ленту точно таким же образом. Продолжаем сшивать на ту же нить. Стягиваем наши прошитые две заготовочки, насколько можем. Теперь сделаем стежок обратно через все прошитые места. Стянули и делаем узелочки. Теперь берем вот эти вот два пушненьких лепестка, которые мы сделали, закладываем их один на один. И теперь нам необходимо срезать вот эти уголочки и соединяем над зажигалочкой. Точно так же делаем вторую заготовочку. Вот таких два
пышненьких лепестка у нас получилось. Теперь нам их необходимо вклеить вот сюда. Для этого отворачиваем. Наносим клей на изнаночную сторону серебристого лепестка и как можно ближе к середине нашей белой заготовочки, нашего бантика, мы приклеиваем. Точно так же клеим вторую сторону. Теперь соединим нижний слой и верхний между собой клеевым пистолетом. Посадим на горячий клей. А теперь давайте скрепим наш бантик лентой шириной 1 сантиметр. На этом этапе вы прикрепляете бант либо на заколку, либо на резинку. И теперь нам необходимо оформить серединку нашего бантика. Для этого мы можем взять готовую серединку, либо наклеить стразовое полотно, стразовую ленту. Я сегодня буду декорировать его вот такой вот самодельной серединкой. Ссылку на видео, где я показываю, как делать такие серединки, вы видите в верхнем правом углу вашего экрана. Переходите по ссылке, смотрите. На этом останавливаться не буду. Вот такой замечательный бантик у нас получился. Выглядит он очень пышно, пушисто, нежно. Размер его 12 сантиметров. Спасибо за ваши просмотры, спасибо за ваши комментарии. Ставьте колокольчик, не пропускайте мои новые видео. До новых встреч. Пока-пока.